Практика в институте. Привет всем! В 2001 году заканчивался первый курс института. Все студенты через знакомых порешали, как обойти стороной практику. Да и мне предлагали решить путем денег, но меня переклинило, и я решил самостоятельно пройти ее. Прихожу до преподавателя по практике и говорю ему: я готов. К чему готов? Практику проходить. Назначайте меня куда надо. Ты чё, все понаходили, где проходить практику? А ты чё? А я хочу поехать от института. Ну ладно, поедешь в соседнее село, скажешь от меня, там тебя устроят. Понял? Конечно, понял. Собрал шмотки, поехал. Приезжая в это село, нашел главного механика и говорю ему: я с института, Василия Ивановича. Сезон уже начался, а он студента прислал. Поселил меня и говорит: Будешь с тем дедом колеса бортировать. хорошо. Короче говоря, дед научил меня, как надо спать. Да, вам не послышалось. Научил спать, чтобы никто не был в курсе. Утром рано проснулся, поел в сельской столовой до упаду, поспал в ангаре до обеда, потом опять поел, поспал, и уже вечер наступил. И так 7 дней. Я, конечно, дрыщ, но заметно начал набирать массу. Полили меня, что я сплю каждый день, и вот подходит ко мне главный механик и говорит: Чё ты это, деньги заработать хочешь? Помощник нужен на комбайне работать. С мужичком с вашего института. да, хочу. А сам думаю, приехал на практику, да еще и денежек заработаю. На следующий день подорвали меня в такую рань, что на базу я шел в кромешной темноте. Познакомился с мужичком, а он мне и говорит: Смотри и учись. Берем масленку, все заполняем солидолом, продуваем радиатор. Все, запомнил. Теперь с завтрашнего дня я прихожу на полчаса позже, чтобы ты всю эту процедуру делал сам. ну и все последующие дни все это делал я. Приехали мы с ним на поле, проехались один рядочек. Все, говорит, садись, работай. А я пошел спать в посадку. Ну, ни хера себе, подумал я. Ну и поехал косить пшеницу. 2 недели он дрых в посадке, просыпаясь только на завтрак, обед и ужин. Но мне даже и нравилась, если честно, такая работа. Но интереснее, чем бортировать колеса во сне. А напарник мне все время твердил одно и то же: вот выйдем по сбору на первое место, свинью еще домой привезем. А сам всю ночь отдыхал в местном кабаке, а потом весь день еще раз отдыхал. Тут практика подходит к концу, подходит главный инженер и говорит: может, останешься еще на недельку, на 2. Напарник так тебя хвалил, мол, студент, говорит, такой молодец. Ну, я и согласился. Один прекрасный день вижу, бежит ко мне мой напарник с выпученными глазами. Запыхался, подбегает и через слово говорит: Сплю себе спокойненько, никого не трогаю. Тут сквозь сон слышу какой-то шорох. Проснулся и всматриваясь в кусты. В кустах кто-то шушит не по-детски. Я, недолго думая, как дал дёру. Кабан, наверное, или лиса, не знаю, кто там был. с помоста в этот день он так и не слез. Вечером мужики в кабаке рассказывают, что застрелили в этой посадке волка 70-килограммового. После этих слов у него отбил сон до конца сезона. Не было ни дня, чтобы он не вспоминал: волк, волк, 70 килограмм, 70 килограмм. Работали мы с ним с самого рассвета и до самой темноты. А бывало еще и по частному сектору ночью по шабашам. Короче, времени у меня не было позвонить домой, сказать, что я на недельку подзадержусь. А мобильника у меня тогда еще не было. Ночью грохот, залетает агроном и орет: бегом к телефону, с города звонят. Мама звонит в слезах: где ты? Как ты? Почему не предупредил? Я весь институт на уши подняла. Где мой сын пропал? Мам, все нормально. Скоро приеду. Не переживай. Ну, это агронома получил, конечно, втык. А агроном получил втык от декана. До конца сезона оставалось еще дней 5. Привезли в поле обед, сидим, едим, и тут кто-то из местных
возьмет и как перданет от души. Мы с напарником охренели. Во время еды пердануть? И никто не обратил на это внимания. Да и пердящий еще на нас такой глянул и говорит: «Шо вы смотрите, шо вы удивились? А чё, говорит, пернуть это нормально. Ну типа спасибо повару». Мы, конечно, рассмеялись, а напарник все оставшиеся дни так газовал во время еды, что странно, даже и никто и не реагировал. Кроме меня, конечно. Закончился сезон по сбору урожая. Мы заняли 2-е место. 1-е отдали, конечно, местным. Свинью домой мы так и не привезли. Приезжаю в город и иду в институт забирать свои честно заработанные деньги. Подхожу до преподавателя по практике, а с ним стоит бухгалтер. Я за деньгами. За какими еще деньгами? Ты практику проходил. Очнись. Нет, говорит бухгалтер, пришли начисления с села на его имя. И начинает считать деньги. Сумма была такая, что преподавателю нужно было полгода работать, а я за месяц практики заработал. Смотрел он на меня весь год искоса, но, слава богу, он у нас ничего не вел. Купил я себе тогда мобильный телефон Siemens S35 с чехлом и носил гордо на поясе. А разговаривал с друзьями по 2 секунды, потому что было бесплатно. Но это уже совсем другая история. Подписывайтесь!